Подписчикам привет! У меня есть мечта поехать в Южную Корею. Сегодня я хотела рассказать о том, как получить визу F4 для этнических корейцев, чтобы поехать в страну своей мечты. Почему я решила сделать этот ролик? Да потому что при просмотре аналогичных видео у меня было очень много вопросов, но ответов не было ни в самих роликах, ни в ответах на мои вопросы блогерам. Я хочу очень детально рассказать, чтобы ни у кого не возникло ни единого вопроса. Смотрите видео до конца и слушайте внимательно. Я очень подробно все объясняю. Итак, начнем сначала. Нужно дома подобрать все документы, подтверждающие, что вы имеете этническое отношение к корейцам, либо по линии отца, либо по линии матери, либо по двум линиям. Сразу скажу, что какие-то документы могут не пригодиться, но ситуация, когда у вас не примут документы с первого раза, может вас сильно огорчить, поэтому лучше больше, чем меньше в смысле документов. Начнем с первого поколения. В нашем случае годы рождения 1923. По-моему, год рождения первого поколения должен быть до 1945 года, если я ничего не путаю. Какие документы сохранились? Свидетельство о браке, свидетельство о смерти. Все, больше ничего нет. Если два дедушки и две бабушки были корейцами и есть эти документы, то окей. Если нет, достаточно по одной линии или матери, или отца. Если вы являетесь заявителем и относитесь ко второму поколению, то плюс к этому ваше свидетельство о рождении, подтверждающее, что первое поколение является вашими родителями, и загранпаспорт, оригинал плюс копия. Если вы являетесь третьим поколением, то к вышеперечисленным документам добавляется ваше свидетельство о рождении, свидетельство о браке ваших родителей или свидетельство о разводе, в зависимости от статуса брака ваших родителей. На всякий случай в ЦОНе возьмите и то, и другое. Стоит такая одна справка около $2,5. Если кто-то из родителей не является этническим корейцем, ничего страшного, вы все равно проходите по F4, на всякий случай копию удостоверения личности родителей и ваш загранпаспорт, оригинал и копия. Если вы оформляете визу F4, значит у вас есть высшее образование. Поэтому заранее вам нужно сдать диплом на апостилирование в ЦОН вместе с приложением на английском языке, так как эта процедура занимает около 3 недель. Когда после получения апостилированного диплома пойдете заверять нотариально, прихватите с собой приложение на русском языке тоже. Имейте в виду, что диплом будут дырявить сбоку, не в центре, вроде для подшивки, но его вам вернут после предъявления в консульстве, так как ходили слухи, что в консульстве его заберут. Стоит апостилирование $4. Если вы стеснены в денежных средствах, вы можете сэкономить на фото. Снимаете себя сами дома, сейчас у всех есть фотокамеры, корректируете размер, например, 3,5 на 4,5, идете куда-нибудь и распечатаете за 15 центов 8 фото. Фото берем с собой везде, можно и ножницы с клеем прихватить. Кстати, в Корее изготовить фото очень дорого, поэтому лучше сделать разные размеры и распечатать, чтобы взять с собой. Теперь про перевод на английский всех документов. Вы это можете сделать сами, обладая школьным английским и глядя на оригинал. В консульстве не придираются. Анкету заполняем, отвечая на вопросы на русском с переводом на английский язык. Распечатываем только полистно, то есть на обороте распечатывать нельзя. Нотариально заверяется только апостилированный диплом с приложениями на русском и английском языках. Стоимость нотариальных услуг $4. Если свидетельство о браке первого поколения утеряно, то если есть братья и сестры заявителя второго поколения, нужно заранее подготовить копии их свидетельств о рождении с переводом на английский, тем самым реально подтверждая брак ваших родителей первого поколения. В отсутствии свидетельства о браке, если вы единственный ребенок, то это уже на усмотрение принимающего документы в консульстве. Справка органов юстиции об отсутствии судимости получается в ЦОНе. Срок изготовления 10 календарных дней. Чтобы она была посвежее, заявку нужно давать, когда до получения апостиля останется 10 дней. Выдается она бесплатно. Вы получите 2 листа, один без гербовой печати, второй лист с гербовой печатью, когда будете получать через 10 дней. Медсправка об отсутствии туберкулеза выдается только в 2 медучреждениях по городу Алматы. МПК Клиник и Сема Хоспитал.
На выбор либо рентген, либо ПЦР. Стоимость рентгена $11, рентген делается одним днем, ПЦР $16, срок надо уточнить в клинике. Если не хотите облучаться, то лучше ПЦР, а если хотите сэкономить, то рентген лучше в кавычках. Так что тоже идите перед самой подачей документов в консульство. Момент, вызывающий много вопросов, знание корейского языка и документ, подтверждающий это. На сегодняшний день этого документа не требуется и знания тоже. Но чтобы не выглядеть полным идиотом в Южной Корее, надо иметь хоть какой-то словарный запас. Я была свидетелем того, как человек, прибегнувший к услугам посредников, делал третью попытку сдать документы в консульство, но у него не приняли. В подробности не вдавалась, но поэтому не стоит отдавать на сторону деньги. Не бойтесь оспаривать какие-то моменты в консульстве. Все подчинено здравому смыслу и логике. Рассуждайте, убеждайте, если вас посылают по принципу «иди туда, не зная куда» и «принеси то, не зная что». В зависимости от возраста заявителя перечень документов может сокращаться, так что не торопитесь с апостилированием диплома для заявителей старше 60 лет. Для них диплом предъявлять не требуется. Требования консульств в странах СНГ разные, даже разные требования в разных городах в пределах одной страны. Здесь рассматривается город Алма-Аты. Цены, зависящие от МРП минимального расчетного показателя, в течение года не должны меняться, но на всякий случай берите с запасом. Консульский сбор составляет $90, но говорят, что у них нет сдачи, поэтому все покупают $90. К качеству каких-то купюр в консульстве придираются, но если им дашь новые $100, то $10 сдачу они дают тебе ветхой купюрой, то есть правило работает в одну сторону. Ветхие не принимают, а сдачу ветхими спокойно дают. Мне показалось это вопиющим беззаконием. Все документы в оригинале плюс копии. Если возникают вопросы, то лучше звонить в консульство после обеда после 4. Зайти в консульство для получения консультации вживую не получится. Таковы правила. После сдачи документов консульства проверьте наличие всех оригиналов у вас. Загранпаспорт у вас забирает консульство и возвращает после одобрения или отказа в визе. Документы были сданы с первого раза. По прошествии 10 рабочих дней на сайте статус заявки был одобрен. На сегодняшний день виза выдается сроком на 5 лет. Первое пребывание в Южной Корее не должно превышать 1 год. Выехать можно в любое время в течение 5 лет, а если вы передумали, можно вообще не выезжать. Всем удачи. Пока.